Здрасте, можно? С вами Скерс. Представляю вашему вниманию пересказ манги «Бродяга». Друзья, не забудьте поставить лайк и подписаться. Если бы вы хотели, чтобы «Бродяга» был пересказан как «Берсерк», то просьба максимально поддержать этот ролик. Вы давно просили у меня эту мангу, и я наконец до нее добрался. А от Скира, если что, тоже скоро будет. А быстрее он выйдет на Бусти. Ну а теперь поехали. Манга начинается с завершения грандиозного сражения. Повсюду трупы. Среди них лежит уцелевший. В битве при Сикигахаре он потерпел поражение. Юноша долгое время не встает, просто глядя в небо, и вспоминая все, что с ним произошло. Уже даже солнце встало, а он все не двигается с места. Но, как оказалось, он не единственный уцелевший. Есть еще один паренек, который активно посыпает голову пеплом. Он хотел прославиться, но все пошло прахом. Он просит прощения у некой Отцу. Внезапно к нему кто-то подходит. У паренька душа ушла в пятки. Наверняка это те, кто добивают уцелевших. Но нет, это тот самый первый парень. Он окликает трусишку по имени. Зовут его Матахати. Подняв голову, он видит своего приятеля. Его зовут Такидзе. Слезы радости возникли на его глазах. Он чуть от страха не умер. Такидзе спрашивает, может ли он идти. Парнишка отвечает, что может. Вдвоем они уходят. Дело подходит к ночи. Матахати совсем обессилел. Он просит своего товарища бросить его. Он все равно чуть живой. Однако его приятель не собирается этого делать. Пусть немного потерпит. Они доберутся до деревни, и там его вылечат. Матахати спрашивает, разве они заслужили все это? В погоне за славой они ушли из Сакусю. Мечтали о том, как убьют вражеских полководцев. Будут резать врагов. А на деле резали лишь придорожную траву. Вместо копий у них были тесаки. А теперь они еще и проиграли. Паренькам кто-то подъехал. И Такидзе заметил это. Матахати ни о чем не подозревает. Ему становится совсем плохо. Кажется, что он долго не протянет. Он просит своего приятеля помочь Отцу, если умрет. Но за его спиной возник тот, кто может ускорить его смерть. Матахати подумал, что его друг пытается шутить. Однако, обернувшись, он видит самурая, который обрушивает свой удар на него. Юноше удалось увернуться, но ранение он таки получил. Самурай стремится добить паренька, но фортуна ему улыбнулась. Мужчина подскальзывается на луже крови. Матахати использует этот шанс и убегает. Он кричит Такидзе, что явились охотники, но он уже в курсе и в данный момент сражается против троих. Он вцепился в одного из них. Того, кто будет пытаться убить его, ждет смерть. Голыми руками он пытается прикончить своего врага. Меж тем Матахати не дает наслаждаться зрелищем. Самурай сбивает его с ног. Такидзе же разбивает голову своему противнику об дерево. Расправившись с еще одним самураем, он берет здоровенный булыжник и швыряет его в голову тому, кто пытался убить Матахати. Вооружившись палкой, он добивает самурая, сперва сломав палку о его голову, а затем вонзив ее обломок в горло. Матахати в шоке от увиденного. И не только он. Неподалеку выживший самурай в ужасе. Он буквально дрожит от страха. Впрочем, не зря. В мгновение ока Такидзе оказался рядом с ним. Расправившись со всеми, Такидзе помогает своему бесполезному товарищу. После этой схватки он решил, что не умрет. Матахати, взяв с него пример, повторил его слова. Хоть они и едва живы, но мечты о славе никуда не делись. Матахати становится совсем плохо, и он валится с ног. Меж тем за ними наблюдает какая-то девушка. Такидзе понимает, что ему нужно срочно действовать. Но что это за дикие края? После позавчерашней битвы здесь все завалено трупами. Подойдя к одному из них, и самому Такидзе стало плохо. Он падает на колени. Его тошнит прямо на лицо покойника. Обессиленный он падает подле него. Та самая девушка подходит к нему. Кто он? Очередной мародер? Спустя некоторое время они просыпаются в хижине. Оба не знают, где они. Главное, что живы. Спустя какое-то время женщина, у которой они в данный момент находятся, красится перед тем, как посетить мужчин. Она подходит к Такидзе и приглашает его выпить с ними. Матахати-то уже вовсю освоился и с превеликим удовольствием бухает. Однако Такидзе не разделяет его настроя. Они уже поправились. И им пора идти. Матахати называет его дураком. Девушек нужно поблагодарить перед уходом. Они ведь не только спасли их, но еще приютили.
Они ведь дезертиры. Одна из них говорит Такидзе, что он может оставаться здесь сколько угодно. Вторая добавляет, что за беглецами все еще охотятся, потому что командующего Западной армией еще не схватили. Женщина даже предлагает им интересный вариант. Кто-то из них может жениться на ее дочери и остаться здесь. Она спрашивает свою дочь, которую зовут Акими, кто ей больше по сердцу. Девушка не решается ответить, однако Мотохати явно испытывает к ней влечение. Но ему нельзя. Ведь у него уже есть невеста. Так или иначе, парни остались у девчонок. На следующий день Такидзе и девчонка пошли по грибы. Акими, увидев, что Такидзе собирает мухоморы, объясняет, что они ядовитые. Или же он хочет их убить. Чуть позже девушка решает докопаться до него. Почему же он не задает ей вопросы? Например, как они живут здесь? Или где ее папа? Или зачем ей колокольчик? Такидзе смекнул, что его товарищ завалил девчонку вопросами. Но дабы поддержать разговор, он интересуется, сколько ей лет. Оказалось, что ей всего 15. Такидзе тут же подметил, что ростом она не вышла. Что касается его, то парню 17 лет. Девушка тут же кинула ответку. Старовато он выглядит для своих лет. Продолжая беседу, Такидзе спрашивает, что она делала на том поле, среди горы трупов. Тем временем Мотохати сунул свой нос куда не следует. Он находит схрон с мечами, коих очень много. Мать Акими входит внутрь. Все-таки он нашел это место. Зовут ее, кстати, Ока. И паренек, увидев ее, испугался. Как оказалось, они мародеры. После каждой битвы они отправляются на поле брани и собирают оружие, доспехи и все, что только можно продать. Ока подходит к обомлевшему Такидзе и забирает катану. Разве это плохо, что они крадут у мертвецов? И таким образом зарабатывают на жизнь? Пока у Мотохати пикантная ситуация с неизвестным концом, Такидзе замечает какого-то здоровяка, что приближается к ним. Кто это? Девчонка хватает камень и швыряет в него, однако попасть ей не удалось. Мужчина называет ее по имени. Такидзе решает не создавать конфликт и хватает девчонку, не давая ей продолжить. Акими начинает плакать. Этого мужчину зовут Судзикадзе Тенма. Он убил ее отца. Мужчина спрашивает у девчонки, она что, опять ходила в Секигахару? Его банда не будет закрывать на это глаза. Пусть передаст Ока, что это последнее предупреждение. Вернувшись домой, девочка все рассказывает. И они совместными усилиями собирают большую часть оружия и прячут на потолке, чтобы спрятать его от Тенмы. Такидзе находит для себя кое-что интересное – деревянный меч. Ему он очень понравился. Мотохати даже немного напугали его движения. Ока подмечает, что даже с деревянным мечом Такидзе выглядит настоящим мужчиной. Юноша посчитал, что таким образом ему разрешили оставить этот меч себе. Вечером того же дня они культурно выпивают. Мотохати напоминает, им пора уходить. Ока старается споить юношу, но он пытается всеми силами отказываться. Впрочем, барышни настаивают. Мотохати, подливая себе саке, говорит, что у него невеста дома. Он уже почти женатик. Ока удивилась. Впрочем, если он собирается уходить, она задерживать его не станет. Такидзе сдается, и выпив еще немного саке, вырубается. Стыд и срам. Ока насмотреться на него не может. Пока Такидзе в отключке, он видит свое детство. Когда он был мал, его мать покинула их. Он остался с отцом, который вместо ответов, куда делась его мама, лупил паренька. Он считал, что его сын больше не смеет считать эту женщину своей матерью. А еще взгляд сына бесил его. У него взгляд зверя. Открыв глаза, Такидзе видит перед собой Ока, и она явно хочет от него кое-что. Но в данный момент подобное мало интересует юношу. У него похмелье. Ока решает перейти в атаку. Сблизившись с ним, она говорит, что он должен понимать, как она к нему относится. Обхватив его лицо, она спрашивает, теперь-то он понимает? После чего она наступает. Используя губной захват, она стремится охомутать мальчишку. Однако Такидзе отшвырнул ее от себя. Впрочем, оно и к лучшему. Ведь в дверь кто-то решительно постучал. К ним пришла банда Цудзикадзе. Ока же посчитала произошедшее оскорблением. Такидзе немного не понимает ее, ведь это она начала. Банда тем временем продолжает тарабанить в дверь. Наконец их пускают внутрь, но они недовольны. Куда она дела все добро? Их предводитель предлагает Ока выпить. Девушка говорит, что он знает, где саке, так что пусть идет и пьет.
Тенма произносит, что даже у бандитов есть свои понятия, поэтому ему придется обыскать весь дом. Око усмехнулась. Она ничего не крала. Тогда Тенма предлагает ей стать его женщиной, и ее жизнь изменится к лучшему. Повернувшись к нему, Око спрашивает, что за баба станет жить с убийцей мужа? От одного его вида ее тошнит. Подобные слова разозлили мужчину. Взяв саке, он просит шестерку проверить потолок. После того, как мужчина ударил по нему, все спрятанное оружие посыпалось вниз. Око осознает, чем это грозит. Еще один из бандитов находит девчонку. Тенма говорит, что они могут делать с ней что хотят. После чего он решает подойти к Око. Какая же она все-таки дура. Однако за дверью его поджидает Матахати и Такидза. Неожиданно мужчина остановился. Все-таки Око потешная. Нашла с кем шутить. Сказав это, он пробивает деревянную дверь, сбивая с ног Матахати. Но вот тот же трюк не удалось провернуть с Такидзе. Ему удалось устоять. Правда, Тенма тут же хватает его за голову и впечатывает в пол. Кажется, ему вот-вот придет конец. Но не тут-то было. Зубы тоже оружие. Такидзе отгрыз кусочек ладони Тенмы. Воспользовавшись его замешательством, он пускает в ход свой деревянный меч, тем самым завоевав себе возможность встать. Поднимаясь на ноги, он говорит, что не зря покинул Миямото. Перед ним полководец, несмотря на то, что под его началом жилье. Пока Такидзе разговаривает с главарем, Матахати, набравшись смелости, выбегает к остальным бандитам, дабы спасти Акеми. С громким криком он нападает, и ему удается отрубить руку одного из подонков. Уроды не ожидали такого. Воспользовавшись эффектом неожиданности, юноша наносит удар тому, кто пытался сбежать, а затем и еще одному. Меж тем Тенма, глядя на Такидзе, понимает, что недооценил мальчишку. Он решает бежать, но Такидзе не собирается его отпускать. Как такой трус может называться главарем? Унося ноги, Тенма думает, что же за взгляд у этого парня. Он никогда такого не видел. Будто он демон или зверь. Бегает, к слову, он так же, как и дерется. Такидзе настиг его и ударом своего меча валит на землю, а затем наносит удары по его голове снова и снова, не оставляя ему никаких шансов на выживание. Спустя некоторое время он возвращается. Матахати тоже закончил со своими противниками. Показав ему свой меч, он говорит, что шестерки были слабы, но главарь, наверное, был сильнее. Такидзе говорит, что нет, они из деревни Миямото, и против них никто не устоит. Девушки, наблюдая за ними, видят в них детей, только их потеха кровавая. Их триумф прерывает Око. Она говорит, что не знает, что будут делать парни, но им нужно уходить. И делать это надо быстро. Либо их убьет Судзикадзе Хохей. Спустя некоторое время Матахати не спится. Держа в руках меч, он размышляет о младшем брате Тенмы. Он с ним справится. Ведь впервые в жизни он убил человека. Ему 17, и он настоящий мужик. Но чего-то ему не хватает. Мысли у него сейчас только об Око. Он хочет ее. Поднявшись, он аккуратно открывает дверь. Подойдя к Око, он любуется ей. Раздевшись, он наклоняется. Девушка спрашивает, который из них. Такой вопрос смутил паренька. Значит, Такидзе ей дороже. Только сейчас до него дошло, что он полный балбес. О чем же он думал? Какой же он недоумок? Но ведь это он убил 4 бандитов. Недолго думая, паренек решил пойти ва-банк и сказал, что он Такидзе. Он и сам не верит в то, что брякнул. Какой же он придурок. Однако дело двинулось с места. Око называет его плохим мальчиком, а она-то думала, что его дома ждет невеста. Знаете, как его теперь можно называть? Окулист! Не смешно, да? Ну ладно, извините. Не буду мешать. Смотрите дальше. Следующим утром Такидзе, Акеми и Матахати пошли на речку стираться. Парнишка испытывает угрызение совести. Зачем он только назвался именем своего товарища? Йоцу. Он предал ее. Наконец Матахати говорит, что им стоит пойти домой. Сегодня же. Меж тем банда Цудзикадзе уже несется вернуть должок. Парней всего 2. Главарь убит. А значит, можно позабавиться с Око. Бандиты в предвкушении. И уже забивает очередь, кто первый к ней пристроится. Тем временем Такидзе соглашается с товарищем. Ему пора домой. Матахати в недоумении. Он что, собрался уйти с девчонками? Но нет. Уходя из дома, он знал, что не вернется. И с этого дня он бродяга. Внезапно они слышат стук копыт.
Это бандиты. Акими переживает за свою маму и хочет вернуться. Но парни говорят ей, чтобы она оставалась здесь. Они быстро с ними расправятся. Такидзе оказался куда быстрее, и Матахати становится не по себе. Ему бы не хотелось, чтобы его оставляли одного. Наконец они добираются до хижины. Такидзе тут же бежит внутрь. А вот Матахати, увидев лошадей, испугался. Сколько же их? Да и его меч остался дома. Оказавшись внутри, Такидзе, как ни в чем не бывало, спрашивает: где Ока? Бандиты решают, что этому сопляку помогла девчонка, посему он не опасен. Один из них нападает, но Такидзе успевает схватить его за руки. Второй бандит попытался напасть сбоку, но парень быстро спохватился и использовал мужика как живой щит. Меж тем Матахати думает, что же ему делать. Чё же он стал-то как вкопанный? Ему нужно помочь другу. Нет своего меча, значит нужно отнять у них. Банда Цудзикадзе — жалкая кучка ничтожеств. Ему нужно решиться. Если и сейчас уступить, то он навсегда останется в его тени. Он ведь вчера убил 4. Почему он так жалок по сравнению с ним? Ведь они ровесники, земляки. Нужно рискнуть. Он сразится с бандитами, убьет их и спасет Ока. На счет 3. И когда отсчет закончился, и он уже собирался идти на помощь к другу, его окликает Ока. Он радуется. Девушка невредима. Но как же она спаслась? Как оказалось, ее спасло дурное предчувствие. Она выбралась из дома, а через несколько мгновений бандиты начали ломиться. Матахати рад, что она цела. Взяв ее за плечи, он замечает, что она боится. Ока рассказывает, что Тенма любил ее, и она была в безопасности. Пусть хотя бы он не будет жесток к ней. Сказав это, она падает в его объятия. Но где же Такидзе? А Такидзе тем временем вовсю убивает бандитов. В этот раз меч у него не деревянный, и владеет он им совершенно на другом уровне. Несмотря на преимущество, бандитам не удается его достать. Одному из уродов удается сломать катану Такидзе, но вовремя спохватившись, юноша хватает меч противника, а обломок катаны использует для умерщвления своего врага. Бандиты, несмотря на потери, не собираются отступать. Нужно нападать кучно, всех не одолеет. Продолжая убивать подонков, Такидзе переживает. Где же Матахати и Ока? Убив еще одного, он кричит, чтобы Матахати подал голос, если он живой. Если бы он слышал, какие звуки сейчас издает эта парочка, они бы были убиты прямо под этим деревом. Наконец кровавая баня закончилась. Весь дом заполнен трупами, и воронье слетелось в этот дом. Выйдя на улицу, Такидзе подходит к тому самому дереву. Там он видит расческу и элемент одежды. Матахати был здесь. Спустя некоторое время незнакомый нам паренек увидел Такидзе. Он испугался и тут же бросился на утек. Юноша вернулся в родную деревню. Паренек же бежит к бабушке. Он рассказывает ей, кого увидел. Это взволновало старуху. Она тут же возвращается в деревню и начинает расспрашивать, вернулся ли Матахати. Ей отвечает, что нет. Уже год прошел. Пора бы смириться. Она тут же отвешивает палкой по лбу молодому и кричит, что Такидзе, который ушел на войну вместе с ним, вернулся, а значит и Матахати тоже. После чего она тут же кричит всем, чтобы они искали их. Разогнав всех, она решает, что его невестка Отцу должна знать об этом. Только бы он был жив. Если бы Такидзе не утащил его на войну, он бы уже был женат, был бы достойным продолжателем рода. А этот подлец забрал его. Пусть только посмеет вернуться без Матахати. Ей определенно точно надо навестить его семейку. Мимо старухи проходят какие-то самураи, они ей не знакомы. Через какое-то время она вновь натыкается на таких же, только их уже больше. Они кого-то ищут. Они спрашивают, что ей здесь надо. Она из синменов? Старуха говорит, что слава богу нет, но что их привело сюда? Самураи отвечают, что они ищут Такидзе. Бабуля интересуется, что же он сделал. Услышав, что он незаконно пересек границу, убил 2 самураев и примкнул к Уките, первое, что она решила спросить, был ли он один. Ответ разозлил ее. Этот проклятый бездельник Такидзе прокрался домой в одиночку. Стыд и позор. Самураям жаль, но ее сын, вероятно, не вернется. Понимая, что здесь искать нечего, они уходят. Но старуха окликает их. Она уверяет, что скоро они поймают его, а после предлагает им совет. Тем временем другая группа самураев патрулирует округу. Если к вечеру они не найдут его, здесь придется долго торчать. А этого не хотелось бы. Но тут они увидели симпатичную девчонку
Впрочем, если здесь такие красавицы, можно и потерпеть. Они обсуждают Такидзе. Говорят, что этот парень силен как демон. Он, в свою очередь, наблюдает за ними из кустов. Тем временем старуха поясняет самураям за биографию Такидзе. Всего в 13 лет он уже убил взрослого мужчину. Это кажется невероятным, но так все и было. Он бился с заезжим мастером и забил его до смерти. И так год за годом он становился все гаже и гаже. И в конце концов утащил ее сына на войну. Почему же он выжил, а ее Матахати нет? После этого она просит одного самурая наклониться. Ей нужно кое-что нашептать ему. Уже знакомая нам группа самураев меж тем натыкается на труп своего человека. Такидзе где-то рядом. Девушка, увидев мертвеца, ужасается. Но тут ей дорогу перегородил Такидзе. Своим видом он напугал ее до чертиков. Определенно точно он не такой реакции ожидал. Но теперь выхода нет. Нужно уходить. Самураи тут же сбегаются на ее крик. Они решают остановить его и бросаются в погоню. До девушки доходит, кого она увидела. А теперь возвращаемся к бабуле. Чуть позже она дошла до храма Сипподзи, вместе с той девушкой, что видела Такидзе. Там она высказывает все мужчине с большими усами. Она не удивлена, что им не удается его поймать. Он ведь как зверь. Ел птиц, зайцев, даже кору. Он так и будет убивать его людей. Если зверь добрался до гор, людям его не поймать. Тем временем Такидзе устроил себе перекус. Дела его плохи. Уже даже селяне охотятся на него. Решив сменить дислокацию, он натыкается на местного, который знатно испугался. Такидзе говорит ему, что Матахати жив и здоров. Пусть передаст это бабушке и отцу. И тогда он покинет деревню. Заметив, что сюда приближаются люди, Такидзе хватает мужичка и притаился с ним. Закрыв ему рот, чтобы тот не позвал на помощь, он спрашивает, почему селяне помогают солдатам, кто их натравил. Впрочем, неважно. Дав ему по носу, он говорит, что надеется на него. Ему нужно передать, что Матахати жив, но домой он не вернется. Такидзе не стал говорить правду, после чего он пинком отправляет мужичка восвояси. Отбежав на безопасное расстояние, мужик тут же верещит, что видел Такидзе. Юноша понимает, он ничего не передаст. Старуха тем временем представляет себя начальнику. Усатый интересуется, кто это с ней. Девушка называет свое имя. Ее зовут Отцу. Бабуля поясняет, что она невеста ее сына, и она полностью разделяет ненависть Такидзе. Девушка нехотя поддакивает. Бабуля извиняется за ее поведение. Девушка сирота, и посему не обучена хорошим манерам. Ей уже 17, но она понятия не имеет о жизни. Той, кто войдет в ее семью, нужно быть более зрелой умом. Ночью старуха молится, но не мог умереть ее сынок. Она места себе не может найти. И неожиданно старуха слышит стук. Неужели Матахати? Открыв дверь, она видит одного Такидзе. Тем временем Отцу осталось у того мужчины. Он уверен, что Матахати погиб. Сидящий рядом с ним монах просит Отцу подлить саке командиру Аоки. Девушка делает это одной рукой, что считается неуважением по отношению к гостю. Аока говорит монаху, что он свободен. Они обойдутся без него. Мужчина напоминает, что девушка жената, но усатому плевать. Ее жених мертв, а он пшел вон. Выйдя на улицу, мужчина вспоминает некие слова. Наверное, из него плохой монах. Командир же начинает потихоньку прощупывать почву. Он пытается внушить девушке, что ее жених мертв. Отцу не согласна. Матахати сильный. Сильнее только Такидзе. Усатый уверяет, что Матахати мертв, а Такидзе скоро к нему присоединится. Так что ничего не мешает им сейчас поразвлечься. Он начинает приставать к ней, но Отцу довольно удачно вдарила ему пяткой в лицо. Мужчина теряет сознание. Дело плохо. Но она невеста Матахати. Это уже решено. Отцу выбегает на улицу. Увидев ее, монах окликает девушку. Он просит у нее прощения. Отцу же думает о Матахати. Его лицо. Она не может его вспомнить. Монах пытается извиниться, но сейчас не до него. Она пытается вспомнить. Почему так произошло? Монах подходит к девушке и вручает ей несколько писем. Это удивило Отцу. Кто мог написать круглой сироте? Меж тем Такидзе пытается заговорить с бабулей, но она не хочет его слушать и нападает. Она убьет его, а потом себя. Старуха бросается на него, но Такидзе выбивает нож из ее рук и говорит, что ее сын жив. Он пришел сюда сказать это. Бабуля падает на колени. Такидзе извиняется и спрашивает, как она. Старуха же хочет знать, не врет ли он, может ли он поклясться.
Такид заклянется. Бабушка не понимает, почему он не вернулся. Все должно было быть не так. Это он увел его на войну, а сам вернулся. Где ее сын? Как он посмел прокрасться домой один? Пусть вернет ей его. Такидзе решается сказать правду. Ее сынок живет с другой женщиной в другой провинции. Отцу тем временем открывает письмо. Ей пишет другая женщина, которая живет с Матахати. Он по-прежнему думает о ней. Это ранит всех. Она просит забыть Матахати. Второе письмо от самого женишка. Он просит прощения. Пусть забудет о нем. И живет долго и счастливо. И тут она вспомнила его лицо. Кто же это Ока? Отца начинает плакать. А затем это перерастает в истерику. Что за Ока? Почему? Монах прибегает к ней на помощь. Девушка же не может сдержать эмоций и начинает кусать себя до крови. Меж тем бабуля наконец успокаивается. Она просит прощения, а затем приглашает его внутрь. Времени мало, его все ищут. Вот одежда Матахати. Он столько бродил в горах, наверное, голоден. Пусть присядет, она сейчас приготовит. А если хочет, может помыться. Такидзе удивлен. С чего такое гостеприимство? Старуха отвечает, что она мать Матахати, а он друг ее любимого сына. Такидзе решил довериться ей. Бабуля продолжает быть любезной, а затем спрашивает, куда он двинется дальше. Такидзе собирается путешествовать по стране, оттачивая свои навыки мечника. Он хочет сразиться с мастерами, такими как Ягу и Йосиока, и со всеми великими мечниками страны. Он должен выяснить, насколько силен. Но, как оказалось, ей абсолютно плевать. Она лишь тянула время. Такидзе поздно спохватился. Он в окружении. Командир благодарит старуху. Она может идти. После этого он приказывает перерезать все пути к отступлению. Старуха зла на него. Утащил сына на войну. А сейчас заявил, что он живет с другой девицей. Неужто он думал, что она поведется на его уловки? Однако она верит, что Матахати жив. Одно радует. Сейчас-то подлец Такидзе сгинет. Впрочем, так просто он сдаваться не собирается. Выбив дверь с ноги, он выходит на улицу, в чем мать родила. В его руках лишь деревянный меч. Он разочарован. Бабуля все это подстроила. Она говорит, чтобы он сдавался. Деревне не нужны такие буяны, как он. А Ока приказывает нападать. Первый, кто попробовал, горько пожалел об этом. Такидзе говорит, что они трусы. Собрались нападать. Пусть делают это всерьез. Будто хотят убить. Эти слова смутили всех. Юноша же говорит, что если они попытаются убить его, он убьет их первым. Ну вот и все. Огромная благодарность Джоу, Максиму 426, Александру, Якубу, Платону, Дизу и Тазику. Также всем тем, кого вы видите сейчас на экране. Благодаря вам я могу все свободное время тратить на эти пересказы. Максимилиан, безумная резня плиток Вагабунда была прекрасна. Спасибо большое. Однажды мы еще сразимся с тобой. А теперь минутка рекомендаций. Недавно наткнулся на канал. Я уже выкладывал его в сообщество и в ТГ. Парень делает годные озвучки комиксов и манги. Уже несколько лет. Просмотров у него почти нет. Но он не сдается и делает то, что ему нравится. Если есть свободная минутка, зайдите на канал. Возможно, там найдете то, что придется вам по душе. У него есть озвучка комикса «Ходячие мертвецы». Также он озвучивал... Я забыл название, но там детектив Кошак, и это вся такая нуарная история. В общем, там есть на что залипнуть. Просто мне больно смотреть на то, как человек вкладывает всю свою душу в контент, а выхлопа у него куда меньше, чем у аниме-теоретиков или типов, которые просто читают мангу под отсутствующий монтаж. Уверен, если дать ему капельку внимания, он только повысит качество. А, и если что... Ни копейки с людей не взяли. Просто так сделали. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. И будет продолжение. Кстати, совсем скоро я выкачу перезалив всех серий Берсерка, соединив в одну. Кое-что подправлю, кое-что добавлю. Да-да, я про новые главы. А начиная со следующей главы Берсерка, новые будут выходить на Бусти, пока не соберутся в один полноценный выпуск, который я уже выложу на канал. Все это время с вами был Скерс. До скорой встречи.
Опять рэп окаянный читаю в секретной концовке, да и поебать. Люди проживают в поместьях, прожигают наследство, доживают в подъезде. И люди проживают не истину, это последовательность машинальных действий. Люди так мечтают вначале, что пожирают очами и поджидают ночами. Но люди пожинают печали, причал сжигает отчалив и пожимают плечами. Люди что-то находят в словах, ходят к психотерапевтам, заводят собак. И люди снова знакомятся, как будто ни в чем не бывало, они сходят с ума. И люди верят в гороскопы с зодиаками, но незаменимых нет, разъемы одинаковые. А город утопает в зелени, кто-то выплывает, кто-то утопает в селяви. И мы никогда не знаем, что потеряли. Впереди водоворот, я раним, и не снимай с меня хитиновый покров. Но кто же твоего лица теперь коснется руками? Впереди водоворот, не щади меня, сними с меня хитиновый покров. Люди проливают настойку, сидя в баре настойку, выпивают поскольку здесь не всякий принимает столько, то что ему никто никогда не скажет постой-ка. И да, тут ценится гораздо больше все, что целостно и целесообразно. А если чем-то делятся напрасно, все целятся гораздо, цепятся на раз-два. Люди маются, выбирают 500 разных одеяний, когда теряют лицо. И люди умирают, и все. В доме есть хозяин, он выселяет жильцов. Люди всюду видят знаки и знамения, но сами не уверены, где страхи и сомнения. А облака по небу шастают, абсолютно немые, тотально безучастные. И мы никогда не знаем, что потеряли. Впереди водоворот, я раним, и не снимай с меня хитиновый покров. Но кто же твоего лица теперь коснется руками? Впереди водоворот, не щади меня, сними с меня хитиновый покров. И мы никогда не знаем, что потеряли. Впереди водоворот, я раним, и не снимай с меня хитиновый покров. Ну кто же твоего лица теперь коснется руками? Впереди водоворот, не щади меня, сними с меня хитиновый покров. Вот и все, ребята. Теперь уж точно. До свидания.